Ребята, всем привет! Сегодня я нахожусь на выставке военной техники «Моторы войны». Она недавно открылась в Москве на Рогожском валу. И здесь находится несколько залов. И сегодня я вам покажу зал, посвященный битве под Москвой. Покажу всю технику, которая здесь представлена, и расскажу ее историю. Легкий танк Т-26 1936 года. Т-26, именовавшийся как общевойсковой танк, стал самым массовым танком предвоенного периода. Он оставался самым массовым и до начала Великой Отечественной войны. За первый год войны потеряли почти 3/4 этих танков, но они продолжали воевать вплоть до конца войны. Сражались Т-26 и под Москвой. Представленный образец восстановлен из фрагментов. Легкий танк Т-60 1941 года. Т-60 оказался одним из символов обороны Москвы. Эти танки стали единственно возможным решением вопроса восполнения огромных потерь Красной Армии лета 1941 года. Созданный на автомобильных агрегатах, дешевый и простой Т-60 стал вынужденной заменой легких танков Т-26. Первое полноценное боевое применение Т-60 случилось в середине октября 1941 года во время боев за Калинин, Тверь. Впервые новый танк показали 7 ноября 1941 года во время парада на Красной площади в Москве. Прямо с парада танки 33-й танковой бригады отправились на фронт. Пик применения Т-60 пришелся на конец 1941 года и 1942 год. Воевали они до лета 1944 года. Представленный экземпляр восстановлен из фрагментов. Т-34 стал ключевым событием в истории не только отечественного, но и мирового танкостроения. Он стал самым массовым танком в истории. Еще до войны было решено, что Т-34 станет самым массовым танком Красной Армии, потеснив легкие танки. На Т-34 пришлась основная тяжесть боев. Он был не только самым массовым. Т-34 мог пройти там, где другие танки пасовали. Именно Т-34 стал ключевым танком битвы под Москвой. По снегу он легко летал, как ласточка, поэтому и чаще всего вражеский огонь был сконцентрирован на Т-34. Представленный танк был собран из фрагментов. Он снимался в фильме Т-34, а именно в той части, которая посвящена битве под Москвой. Система залпового огня М8-36 1944 года. В июне 1941 года на вооружение Красной Армии была принята система залпового огня, реактивный миномет М13, более известная по послевоенному индексу БМ-13. Эта система стала самой массовой. Вместе с тем, к июлю 1941 года была разработана еще одна система М8. Изначально она имела 38 направляющих авиационного типа, на которых устанавливались авиационные 82 мм реактивные снаряды М8. Опытный образец успешно прошел испытания, после чего его запустили в серийное производство. Несмотря на то, что М8 было легче, шасси использовали то же, что и для М13, то есть ЗИС-6. Представленный образец является единственным на сегодняшний день сохранившимся образцом системы залпового огня М8-36. Он восстановлен из фрагментов машины, найденной на полях сражений. Советский средний бронеавтомобиль БА-10 разработан в 1938 году на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3А. Бронеавтомобиль выполнен по классической схеме с передним расположением двигателя, передними управляемыми колесами и двумя задними ведущими мостами. Бронеавтомобиль обладал хорошей проходимостью и преодолевал 45-градусный подъем, а благодаря низко подвешенным и свободно вращающимся запасным колесам мог преодолевать даже траншеи.
Тормоза, как и на ГАЗ-А, были механическими. Экипаж состоял из 4 человек. Для повышения проходимости комплектовался быстросъемными гусеничными лентами. Благодаря мощной пушке с успехом использовался в наступлении, в борьбе с вражескими танками в разведке. Серийно выпускался с 1938 года по 1941. Останки данного бронеавтомобиля были обнаружены недалеко от деревни Лодово в районе ЖД-узла МГА Ленинградской области. Это легкий бронеавтомобиль БА-20, и во время Великой Отечественной войны погибли практически все экземпляры данного автомобиля, а этот экземпляр создали буквально из останков, из маленьких фрагментов. Легкий бронеавтомобиль БА-20 1938 года. БА-20 стал прямым наследником первой советской массовой легкой бронемашины ФАИ. Обладавшей большей удельной мощностью, БА-20 оказался более удачным, чем предшественник. Вместе с тем, во второй половине 30-х годов приоритеты начали меняться. Более приоритетными стали пушечные бронемашины семейства БА-10. Тем не менее, БА-20 стал самым массовым легким бронеавтомобилем 30-х годов. В огне Великой Отечественной войны погибли почти все БА-20. Ныне из известных считанные единицы. Представленный образец восстановлен из фрагментов. Артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец» 1939 года. Находившийся в тени советских танков, «Комсомолец» стал по-настоящему громким успехом советских конструкторов. На начало войны это был самый массовый в мире полубронированный тягач. «Комсомолец» является штатным тягачом 45-мм противотанковой пушки, которую мог возить как с передком, так и без нее. Вместе с орудием перевозился и расчет. В случае необходимости скамья по бортам моторного отделения складывалась и образовывалась грузовая платформа. Также на тягач устанавливалось сдвоенное управление. Представленный образец относится ко второй производственной серии. Машина восстановлена из фрагментов. Артиллерийский тягач «Коминтерн» 1939 года. К моменту создания «Коминтерн» не имел аналогов в мире. Он стал первым быстроходным гусеничным артиллерийским тягачом тяжелого класса. Основной задачей машины стало использование в качестве тягача 203-мм гаубицы Б-4. Еще одной задачей «Коминтерна» стало использование в качестве танкового эвакуатора. На начало Великой Отечественной войны «Коминтерн» оставался основным советским тяжелым арт-тягачом специальной разработки. Ныне известно всего 3 таких тягача. Представленный экспонат стал первым Коминтерном, восстановленным до ходового состояния. Транспортный трактор СТЗ-5 1938 года. СТЗ-5 на начало Великой Отечественной войны оказался самым массовым гусеничным тягачом специальной разработки. Вопреки официальному обозначению, на самом деле СТЗ-5 создавался как тягач дивизионной артиллерии. В основном он использовался как средство механической тяги 122-мм гаубицы М-30. В начале 1940-х годов шли попытки замены СТЗ-5 на модернизированный трактор, но этого так и не случилось. С осени 1941 года на СТЗ-5 стали монтировать системы залпового огня М-13. По образцу СТЗ-5 немцы создали свой аналог – СТР-РСО. По иронии судьбы, после войны немецкий аналог СТЗ-5 освоили как трелевочный трактор КТ-12. Ныне всего несколько СТЗ-5 находятся в рабочем состоянии, как и этот образец. Полугусеничный грузовой автомобиль ЗИС-33 1940 года. Простая на первый взгляд идея создания полугусеничной машины на базе ЗИС-5 оказалась крайне спорной. Еще первые испытания показали, что проходимость мало отличается от ЗИС-5, снабженного цепями Гаянта. Масса жалоб шла из войск, что привело к прекращению выпуска ЗИС-33. Подавляющее большинство ЗИС-33 либо погибло во время войны, либо их переделали в ЗИС-5. Такая же судьба была и у этой машины, но ей удалось вернуть первозданный вид.
Топливозаправщик ГАЗ-3А 1939 года. В 1932 году на ТИ начали разработку трехосной версии грузового автомобиля ГАЗ-АА. Основной задачей при разработке шасси было повышение проходимости. Также такое шасси выдерживало большую массу, в то время как ГАЗ-АА имел грузоподъемность 1,5 тонны, у его трехосной версии она возросла до 2 тонн. Производство машины, получившей обозначение ГАЗ-3А, началось в 1934 году. Бортовой грузовик был одной из версий. Более выносливое шасси становилось базой для различных спецмашин, включая бронеавтомобилей. Всего до лета 1943 года построили 37 373 машины всех типов, и в их число было целое семейство топливозаправщиков, в том числе и представленная на экспозиции машина, и она встречалась в танковых колоннах. Тяжелый мотоцикл М-72 1943 года. 4 марта 1941 года BMW R71 был принят на серийное производство под обозначением М-72. С самого начала отечественный аналог имел ряд отличий. Был увеличен объем бензобака, изменена конструкция дополнительного седла, переделаны отдельные детали двигателя. Производство М-72 осваивалось на нескольких заводах. Главным являлся Московский мотоциклетный завод. После начала войны основная часть предприятия была эвакуирована. М-72 стал самым массовым советским мотоциклом военного периода. Представленный экспонат был изготовлен в 1943 году, и на данный момент это один из двух известных мотоциклов Горьковского мотоциклетного завода, доживших до наших дней. Полевая кухня ПК-337 1938 года. ПК-337 стала настоящим событием для Красной Армии. Она оказалась первой советской полевой кухней, которая изначально создавалась для перевозки за автомобилями. Другие предвоенные полевые кухни Красной Армии оставались с деревянными колесами и перевозились конной тягой. Ситуация изменилась только после появления ПК-41, которая тоже создавалась для перевозки за грузовым транспортом. Одновременно ПК-3 могла обслуживать до 150-180 человек. В настоящее время ПК-337 практически не сохранилось. Этот образец, потерянный во время войны, был полностью отреставрирован.